Всем привет! Вы на канале Бурмикс. И у меня сегодня 7-я попытка приготовить французский багет. 6 раз до этого я делал, не получается. Получается, да, вкусный хлеб, но не багет. Либо нет этой тонкой хрустящей корочки, либо нет этого нежнейшего белого дырчатого мякиша. Я уже почти расстроился, но мне Инна Сухарникова прислала рецепт. И мне кажется, что сегодня все получится. Поехали! Для начала нам нужно приготовить опару. Для этого потребуется 165 грамм муки. Просеяли. Теперь 5 грамм быстродействующих дрожжей. Пол чайной ложечки сахара. Перемешиваем аккуратненько, тщательно. Вливаем 165 грамм теплой воды, градусов 36-40. Вода, температура. И перемешиваем до однородности. Вот такое у нас получилось. Такое не жидкое, не густое, как на оладьи. Теперь закрываем и отправляем в теплое место, чтобы дрожжи начали хорошо работать. Так уж получилось, что опара поднималась у меня, или как сказать, выбраживала, 3 часа. Бывает такое, случается. Видите, сколько пузырьков, оно даже дышит. Значит, все хорошо. Теперь отмеряем муку, воду. Отмеряем 335 грамм муки. И 165 грамм воды. Воду остужаем до комнатной температуры. Теперь оставшиеся дрожжи мы высыпаем в стакан с теплой водой. Добавляем к нашей опаре. И руками все это дело смешиваем. Теперь добавляем муку и ручками вымешиваем. Как вы заметили, я еще не солил. Пока рано. Это когда у нас уже тесто немножко вымесится, только тогда мы его подсолим. Вот теперь, видите, оно уже стало как бы тестом. И вот только теперь подсаливаем. Теперь припорошим немножко нашу емкость, где у нас будет расстаиваться тесто. Тесто немножко припорошим. Все укладываем, накрываем и убираем в теплое место на 90 минут. В течение этих 90 минут, каждые 20 минут, мы его будем обминать. Я покажу как. Прошло 20 минут. Достаем наше тесто. Смачиваем руки водой. Растягиваем его. И вот сюда. Разворачиваем. Смачиваем руки водой. Растягиваем. И сюда. Теперь эту сторону опять-таки растягиваем. И вот сюда, в центр. Снова смачиваем. Также растягиваем. И вот так. Все. Теперь переворачиваем наше тесто. Накрываем опять. И опять убираем. Через 20 минут повторим эту же операцию. Называется она складывание. Итак, прошло 1,5 часа.
Тесто у нас, как видите, очень увеличилось хорошо. Оно вот липкое такое. Ну, наверное, так и должно быть. Присыпем мукой стол и вытащим сюда наше тесто. С этим тестом обращаться нужно очень аккуратно, но очень нежно. Теперь мы его поделим. Сделаю 4 багета. Теперь каждый кусочек делаем в шарик. Все скатываем к середочке. Складываем, растягиваем и складываем. Теперь подкручиваем. Убираем, накрываем полотенцем, чтобы не заветривалось у нас. То же самое делаем с другим. Все делаем аккуратненько. Переворачиваем, подкручиваем. Не надавливаем сильно. Даем расстояться 10 минут примерно. Теперь берем первый наш швом вверх. Делаем аккуратненько такой типа квадрат. Берем эту часть и к середочке. Теперь эту часть также и к середочке. Теперь подгибаем еще раз пополам. Вот так. Подщипываем. И теперь по этому шву еще раз. Пальчик сюда. Подгибаем. Старайтесь сделать, чтобы по краешку, чтобы воздух оттуда не вышел, не выходил. Теперь раскатываем от центра. И пошли сужать, сильнее надавливать к краям. То же самое делаем со следующим. Раскатали наши багеты. Теперь мы делаем диван. То есть берем полотенце, вбиваем в него муку и укладываем наши багеты. Вот так вот. Делаем гармошечку здесь. Вот так, друг к дружке. И накрываем. И оставляем в таком положении еще на 90 минут. Прошло 1,5 часа. Видите, у нас одни поднялись. Прикольненько. Будем выкладывать на противень их. Присыпаем мукой. И аккуратненько по одному выкладываем наши багеты. Теперь нам нужен острый нож или лезвие. Тесто настолько нежное, что лучше, конечно, делать это лезвием. У меня вот есть такой ножичек, очень острый. Делаем вот такие надрезы. Итак, духовка у нас прогрелась до 230 градусов. Теперь нам понадобится лед. Убираем багеты в духовку. И сразу засыпаем туда лед. Лед засыпается для того, чтобы у нас получилась баня. Можно ставить чашку вниз, но, как говорят специалисты, лучше бросить в электрическую духовку лед. Так что доверимся специалистам. Ну что ж, прошло 22 минуты. Наши багеты готовы. Вот они, красавчики. Теперь нужно, чтобы они подостыли. И будем пробовать. Посмотрим, самое главное, что у него внутри. Снаружи корочка есть. И она тоненькая, по-моему. Он легкий очень. Видите, какие широкие дырочки получились. А значит, это то, что и должно быть.
вот они красавчики. Пахнут изумительно. Они такие легкие, такие нежные, с хрустящей корочкой и с нежнейшим мякишем. Давайте попробуем. Это то, что я хотел. Берите вот этот рецепт. Да, он замороченный. Но, если хотите результата, иногда нужно и попотеть. Всем приятного аппетита, и я с вами прощаюсь. До новых встреч и до новых вкусных рецептов. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался, и оставляйте комментарии. И вместе сделаем канал вкусным, интересным и, конечно же, полезным. Пока!